Привет, мы с вами снова давно не виделись. Теперь последний раз я выкладывала видео в декабре 2023 года. И это было видео о том, как прошел мой год, где я по-русски вам рассказывала о том, что произошло в моем 2023 году. После этого я сняла следующее видео, которое должно было выйти в декабре или в январе. Это видео, в котором я предлагала вам подвести итоги года вместе и предлагала вам на русском языке вопросы, на которые вы можете ответить, и вместе с этим порефлексировать о своем годе и попрактиковать русский язык. Но, к сожалению, это видео так и не вышло. И я уже думала, что я никогда не выложу его, но в конце концов я подумала, а почему нет? Может быть, кому-то это будет полезно и интересно, а если нет, ну, что поделать? Можете выключить или можете написать, что вы хотели бы увидеть вместо этого. Я, как всегда, надеюсь начать снимать видео, но, как всегда, это сложнее для меня, чем кажется. Вот. Поэтому сейчас вы увидите это видео дальше, то, что я снимала в декабре 2023 года. В этом видео я предлагаю вам список вопросов на русском языке, которые помогут вам подвести итоги года, прорефлексировать о своем годе, о том, что вы делали, что у вас получилось, что с вами случилось и так далее. Сейчас весна, и я подумала, что весна — это тоже Новый год. Некоторые культуры вообще празднуют Новый год весной. Поэтому, может быть, это видео все еще актуально. Наслаждайтесь и напишите, что вы думаете. Я понимаю, что рефлексировать нам часто лень. Мне тоже очень лень рефлексировать бывает. Если вы не хотите это писать и не хотите долго задумываться, не отказывайтесь от этой возможности. Попробуйте просто сделать это у себя в голове. Я уверена, вам понравится. Я уверена, это будет для вас полезно. Трактор. 2022 год для меня был очень сложным годом. В декабре я просто решила вспомнить, а что хорошего произошло в этом году. Просто в голове нашла хорошие события, хорошие вещи, которые со мной случились, и даже не записывая их, я поняла, что этот год был не таким уж плохим, как он кажется. Наш мозг очень любит концентрироваться на негативном, на том, что у нас не получилось, на том, что случилось плохого, и я считаю это абсолютно неправильно. Я считаю, мы должны напоминать нашему мозгу и напоминать самим себе о том, сколько хорошего случилось, о том, что мы выросли, мы стали другими людьми, мы стали сильнее, мы стали умнее, я надеюсь, мы стали здоровее и счастливее, мы видели больше вещей, у нас теперь больше опыта. Всегда есть за что поблагодарить год, поэтому сразу скажу, если вам лень отвечать на те вопросы, которые я дальше скажу, я предлагаю вам просто написать список или составить его в голове, или написать список 10 хороших вещей, которые случились со мной в этом году. 10 хороших вещей, которые случились со мной в этом году. Может быть, вам будет сложно найти все 10 сразу, но не сдавайтесь, попробуйте. Я уверена, у вас получится. Вещи могут быть огромными и совсем маленькими, но они всегда есть. Если вам легко составить список из 10 вещей, попробуйте найти 12 прекрасных вещей, как 12 месяцев. Может быть, в каждом месяце случилась одна прекрасная вещь. Если вам это легко, попробуйте составить список из 20 вещей. А лучше посмотрите, какие вопросы я для вас приготовила, и ответьте на них. Если вы хотите поделиться вашими ответами, пишите в комментариях. Я могу исправить ваши ошибки грамматические, если они есть, и просто порадоваться за вас и за то, как много хорошего случилось у вас в этом году. Если не хотите писать в комментариях, просто напишите для себя. Итак, первый вопрос.
Самый яркий момент этого года. Какой был самый яркий, самый запоминающийся момент этого года? Итак, номер один. Самый яркий момент этого года. Номер два. Твои открытия этого года. Здесь я прежде всего имею в виду фильмы, сериалы, книги, музыку, может быть, художников, которые вы открыли для себя в этом году. Но это также могут быть места, люди, какие-то интересные факты, что угодно. Ваши открытия 2023 года. Что вы открыли для себя нового. Например, я в этом году нашла для себя книгу, которая стала одной из лучших книг в моей жизни, и это точно мое открытие. Ну и вообще всегда есть много чего мы узнали, чему мы научились. Я думаю, все это можно написать в ваши открытия года. Номер три. Закончите фразу. Это год, в который я... И продолжите сами. Это год, в который я... Например, может быть, это год, в который я научился кататься на лыжах. Или для меня это год, в который я начала вести YouTube-канал. Это год, в который я побывала в Грузии и так далее. Итак, номер три. Это год, в который я... и что-то. Номер четыре. Продолжите еще одну фразу. В этом году я впервые, или в этом году я в первый раз, и что-то, что вы сделали впервые. Например, в этом году я впервые каталась на лошади. Или... Это неправда. Это не пример из моей жизни. Что-то, что вы сделали впервые. Итак, в этом году я впервые, и продолжите фразу, что вы сделали в этом году впервые. Номер пять. Самое большое изменение этого года. Что в вашей жизни изменилось? Может быть, у вас появился ребенок, или вы сменили работу, или это может быть что-то небольшое. Не знаю, я стал умнее, или я стал опытнее, или я подстригся. Что угодно, что вы считаете самым большим изменением в вашей жизни в этом году? Наверное, для меня это то, что я уехала из Турции. Для меня это самое большое изменение этого года. А какое у вас? Итак, номер пять. Самое большое изменение этого года. Номер шесть звучит похоже. Как я изменился или изменилась в этом году? Как я изменился или изменилась в этом году. Если первый вопрос был больше про изменения в вашей жизни, вокруг вас, в вашем контексте, здесь я спрашиваю вас именно о том, как изменились вы. Например, я стал взрослее, я стал умнее, что угодно, да, еще раз, что произошло в вашей жизни. Каждый год мы не совсем тот же самый человек, каким мы были в прошлом году. Всегда происходят какие-то изменения. Давайте заметим, какие изменения произошли с нами в этом году. Номер 7. Что я сделал бы по-другому? Оглядываясь назад на этот год, что я бы сделал по-другому? Может быть, ничего, а может быть, вы что-то хотели бы изменить. Мы с моей подругой планировали путешествие в июне этого года, небольшое путешествие, чтобы встретиться, потому что она живет в другой стране. Мы его запланировали, но в итоге оказалось, что я купила билеты на июнь, а она купила на июль, и мы с ней не встретились. Поэтому вот что я сделала бы по-другому в этом году. Я бы уточнила у подруги, когда мы едем в путешествие. Номер 8. Что я хочу оставить в этом году? С чем я хочу попрощаться в этом году? Я думаю, здесь все понятно. Есть какие-то вещи, которые нам не хочется продолжать делать, с которыми мы хотим попрощаться, и это тоже нормально. Но номер 9. Что я хочу взять с собой в следующий год? Итак, предыдущий вопрос был, что я хочу оставить в этом году. Следующий вопрос. Что я хочу взять с собой в следующий год? Например, вы встретили нового человека, или какие-то яркие впечатления, или вам понравилось
как вы питались в этом году, или вам понравилось, что вы начали бегать по утрам, или что угодно. Что из этого вы хотите взять с собой в следующий год и в будущее? Номер 10. Мне нравится думать об этом. Самое смешное, что произошло в этом году. Может быть, какая-то смешная история, какая-то смешная шутка. Номер 10. Самое смешное в этом году. Мне кажется, это сложный вопрос, потому что мы часто забываем, когда мы последний раз смеялись и от чего мы последний раз смеялись. Мне тоже сложно это вспомнить, но я сяду и постараюсь вспомнить, от чего я смеялась в этом году. Вы тоже попробуйте. И сейчас еще буквально несколько вопросов, но они уже будут более серьезные, я думаю. Итак, сейчас самое лучшее время написать 10 благодарностей этому году. За что вы благодарны этому году? 10 благодарностей этому году. Итак, у нас уже вопрос номер 12. Продолжите еще одну фразу. Моя самая большая гордость в этом году. Моя самая большая гордость в этом году. Чем вы гордитесь? Я уверена, вы сделали что-то такое, чем вы можете гордиться. Не забывайте гордиться собой, не забывайте гордиться тем, что вы сделали. Поэтому напишите «Моя самая большая гордость в этом году». 13-й вопрос, предпоследний. Что я хочу запомнить об этом годе? Нам с вами предстоит жить еще длинную жизнь, я надеюсь. И у нас еще много лет впереди и много лет позади. Какое самое важное, не только яркое, но именно важное воспоминание вы хотели бы пронести с собой всю жизнь? Что вы хотите запомнить об этом годе? Что было самое важное, что вы хотите запомнить? Итак, вопрос номер 13. Что я хочу запомнить об этом годе? И последний вопрос. Это даже не вопрос, это задание. Опишите этот год одним словом. Каким словом я могу описать этот год? У меня всегда очень плохая фантазия на эту тему. Я всегда придумываю довольно глупые слова, чтобы описать год, но я все равно продолжаю пытаться это сделать. А вам я хочу это предложить по одной простой причине. Напишите это слово на русском языке, и я думаю, вы его хорошо запомните. Итак, каким словом вы бы хотели описать уходящий 2023 год? Напишите мне в комментариях, я помогу вам перевести его на русский. Ну что, это все мои вопросы для вас сегодня. Надеюсь, видео получилось коротким, но полезным. Пожалуйста, пишите в комментариях одно слово о вашем годе. И если хотите, поделитесь с нами или поделитесь со мной другими ответами на эти вопросы. Мне будет очень интересно узнать, понравились ли вам эти вопросы, считаете ли вы, что они вам помогли порефлексировать над этим годом. Я сама буду на них отвечать и буду очень рада увидеть ваши ответы.